Всем привет на канале Ламия. Меня зовут Татьяна. Кто впервые зашел на мой канал, добро пожаловать. Сегодня давайте посмотрим общую чашечку, что случится к вам в жизнь, какие события, люди, ситуации, возможности. Настраивайтесь на себя, подумайте сейчас о себе и отбросьте все переживания, напряжение, чтобы вас ничего не отвлекало на момент просмотра. Сфокусируйтесь, прям выделите для себя это время. Итак, давайте посмотрим. Ну, во-первых, тут такая дорога у нас сразу рисуется, тут солнышко, прояснение, да, вообще дорога — это какие-то новые начинания, или же, если вот по-простому смотреть, то это возможен какой-то или переезд, путешествие, или временный выезд, да, может быть, вы куда-то будете переезжать, перемещаться, и вот эти движения у вас станут как будто бы символом освобождения вот этой новой энергии, как будто бы вы вырветесь из старого куда-то в новое, да, вот эта дорога даст вам какой-то новый глоток, свежий глоток воздуха. Так, ну тут, во-первых, смотрите, круг прорисовался с двумя прорезями. Это говорит о цикле, который у вас сейчас подходит уже к завершению, но он еще полностью не завершился. Вы очень близки уже к закрытию определенного этапа, будь то в отношениях или какого-то проекта, может быть, делового какого-то, может быть, вообще это касательно вас, внутренней какой-то проработки, восприятия себя. Но тут что важно? Важно не торопиться. Вам чуть-чуть больше нужно какой-то внутренней наблюдательности, честности с собой, больше времени, да, и вы доделаете то, что нужно. То есть тут какие-то естественные процессы у вас сейчас проходят. Тут у вас гребень волны прорисовался, что вы сейчас на волне. Это очень хороший знак, знак власти, признания, проявленности себя, да, на волне, это как серфер, да, на волне, что вы наконец-то поймали свою волну, которая вас устраивает, да, вы входите в такой период интересный, когда вас будут больше слышать, больше видеть, воспринимать всерьез, может быть, да, для кого-то это очень серьезно. То есть вы будете в центре. И особенно это касается тех людей сейчас, кто меня смотрит, кто, может быть, стремится к какой-то популярности, может быть, в узких кругах популярности, это в семейном кругу, может быть, да, вы сейчас будете очень авторитетный, у вас появится свой авторитет. Или это касательно, может быть, вообще общественной популярности. Если, например, вы ведете свои соцсети, то вы будете больше проявляться, и к вам люди будут тянуться. Так, также тут есть такая птичка прорисовалась, да, с расправленными крыльями. Летит свобода, да, птица в полете — это свобода, символ свободы, а может быть освобожденности, духовного роста, взлета, может быть. И это, кстати, птица свободы, да, это как символ очищения еще. Может быть, вы недавно сделали чистку, да, скинули с себя весь негатив, всю тяжесть, или у вас была какая-то проработка, и сейчас это будет давать результаты. То есть вы себя легче будете чувствовать и сможете вот именно набрать вот ту высоту и духовную, и эмоциональную, или вы будете на высоких вибрациях находиться, да, то есть подниметесь на такую высоту, где просто какие-то проблемы, те, которые вас преследовали раньше, они до вас не достанутся. То есть вы как будто бы сбросите старое себя. Так, ну смотрите, тут еще нам рисуется такое дерево и корни, да, все-таки рисует вот дерево такое прям красивое, большое. Дерево — это семья. И сейчас нужно обратить внимание на свой род, может быть, связь с родом, на поддержку своего рода семьи, или же какие-то темы касательно семьи, вокруг вашей семьи будут сейчас актуальны. Очень показано, что какой-то период семья, вот акцент на семью, на ваши родственные связи, на ваших близких и родных. Вот вам нужно обратить внимание. Также тут у нас на дне чашки такое, знаете, пятнышко прорисовалось темненькое. Это знак старого какого-то страха или напряжения, которое вы до конца не отпустили. У вас оно было, вы что-то тут с ним делали, но еще оно тут присутствует. Периодически может напоминать вам о себе. Вот
оно, знаете, вам не мешает двигаться дальше, да, в своем направлении, жизненном развитии, но оно влияет на ваши эмоции, на вашу психику. И это может касаться какого-то доверия, контроля, или это вообще ваша какая-то уязвимость показана, да, что вот будьте осторожны с ним и не забрасывайте. Вот если вы начали уже что-то прорабатывать, делать какие-то чистки, может быть, самостоятельно или с помощью специалиста, вот не забрасывайте это, потому что тут еще вы очень близки уже к завершению, но если вы забросите, то ваша работа обнулится. Или если вы еще не начинали, то это вам сигнал, что нужно обратить на это внимание. Так, еще давайте посмотрим, что у нас в отношениях. Ну, в отношениях сейчас прорисовались вы вдвоем с партнером, тут партнер стоит на выборе. То есть он, может быть, еще не определился, а может быть, он всегда не определился, да, то есть тут долго определяется, или у вас тут тема вообще любовного треугольника, ну, что нам тут рисует чашечка, что в ближайшее время от него пойдут какие-то действия. То есть он будет что-то делать, не захочет он терять ни вас, ни вашу вот эту связь, которая у вас была. Даже если тут тема любовного треугольника, то сейчас у вас идет такой период, где вам он будет давать больше, то есть он сделает выбор в сторону вас. Тут до конца я не могу сказать, что он просто определится, тут смотрю, что он просто переключится с кого-то на вас, и вы тут как будто бы вдвоем прорисовались. Ну, но это как временно, нужно понимать. Но после вот этого периода вам тоже что-то понятно будет, то есть достаточно вам таких отношений или нет. Но тут партнер вот как-то будет себя проявлять сейчас, то есть, может быть, позовет вас на свидание или что-то вот поможет вам, сделает, то есть вот будет проявлять на своем языке, вот этом проявлении, да, то есть или через помощь, или вообще он появится в вашей жизни, или он переключится с кого-то на вас, то есть будет вам давать свое внимание. Но тут у вас какое-то развитие идет, оно маленькое, это развитие, но все-таки какие-то шансы есть. То, знаете, у вас чем ближе к лету показано, к солнышку, к тепле, тем у вас теплее отношения. То есть вы как будто бы сейчас будете выходить из зимы, так сказать, в отношениях, из того состояния, когда ваши чувства были заморожены, или, может быть, вы как-то сомневались. Вот тут немножко пойдет теплота в отношениях. И вот эти отношения, они станут более теплыми, вы будете более близки друг к другу. По финансам давайте что посмотрим. Ну, смотрите, таких прям позитивных моментов нам чашечка не рисует, но тут рисуют, правда, не горки, а какие-то пятнышки, да, маленькие. Ну, тут может две части прийти, финансовые поступления могут быть. Но скажу так, вы тут, конечно, смотрите, еще какой смайлик прорисовался, вот улыбка, вот глазки, и вот как будто бы родинка, да, на щечке прорисовалась. То есть вы как будто бы довольствуетесь тем, что есть у вас сейчас, да, у вас есть какие-то тут завышенные планы финансовые, вы себе поставили, чего вы хотите добиться, но тут нужно время. Тут вам показано, что будет больше времени займет это, чем вы себе ожидаете. У вас тут, смотрите, еще такой мышонок прорисовался, вот хвостик, вот туловище, он как будто бы бегает по кругу. То есть сейчас вы как будто бы будете думать по-старому еще, но ставить уже себе цели какие-то новые. То есть вам важно выйти с вот этого круга, замкнутого круга, мышления ограниченного, может быть. И вот тут мы, да, смотрели такие два пробоя, два момента, что все-таки нужно еще время. И вот это время на достижение каких-то целей, будь то даже финансовых, оно может удвоиться. И время это вам нужно, то есть это не кто-то там будет тянуть, это вам нужно, чтобы найти. А знаете, я еще увидела такой, тут улыбается смайлик, вот, а вот если и так посмотреть, вот глаза и вот такой рот, да, как будто бы вы немножко испуганы, такой страх присутствует, переживание. Вроде бы все хорошо, но за будущее, может быть, вы переживаете, как будет дальше. Может быть, вот эта пауза, которая она будет, она немножко вас будет так страшить, пугать, давать вам какие-то сомнения, что правильно вы идете, неправильно, может быть, что-то другое делать. Но тут показано, что вот если вы подождете, если у вас есть, конечно, время, если вы подождете, то вы пойдете, у вас будет прорыв. Но время больше, чем вы себе
рассчитали или написали, или подумали, что вот там будет, я вот сделаю так, подожду чуть-чуть, и вот у меня будет прирост. Будет точно так же, только в 2 раза дольше ожидания. Вот рассчитывайте с этого состояния. Такой у нас сегодня прогноз. Благодарю вас за просмотр и жду вас в следующих видеопрогнозах в других социальных сетях и уже на личных консультациях. Пока-пока!